Бизнес. Бизнес здесь можно открыть, то есть вести бизнес конкретно напрямую с местным населением будет безумно сложно. Поговорим там, что египтяне такие, то вас еще не кидали здесь местные резиденты. 80% это какие-то ёбнутые женщины. Мои дорогие подписчики, всем привет! В последнее время вы задаете одни и те же вопросы о недвижимости в Египте и кем здесь работают мужчины. Русские, украинцы, белорусы, в общем, иностранцы. И сегодня я пригласила Александра, чтобы он вам все рассказал. Друзья, всем привет! Виктория сказала, что со стороны мужчин очень много вопросов, которые хотели бы сюда приехать именно жить, чем же им тут заниматься, кем им здесь работать, можно ли тут основать свой бизнес. Виктория попросила меня ответить на все эти вопросы, как представитель мужской части, проживающий здесь в Хургаде. Я здесь живу уже 3-й год. И отвечу вам по порядку. Смотрите, перед тем, как сюда вообще лететь, вы должны немножко ознакомиться с страной, порядками, законами, визовым режимом и что такое контракт по аренде жилья. И давайте, значит, по порядку. Во-первых, визовая тема, да. Я не знаю, как на сегодняшний день состоит ситуация, но вот еще позавчера для граждан Российской Федерации, если я не ошибаюсь, по приезду платите $25 в аэропорту, и вы получаете на 2 месяца здесь нахождения. Потом вам нужно его продлевать. Продлевать можно, по-моему, максимум до полугода. И вот так постоянно. Потом нужно покидать страну, вылетать, опять возвращаться, и процедура будет повторяться. Если мы говорим, если вы гражданин европейской страны, Евросоюза, то 1 месяц. То есть по прилету 1 месяц, и потом вы должны уже будет продлевать его. Вот. А так процедура такая же. Второе, естественно, вы должны сразу понимать, чем вы будете здесь заниматься. То есть приезжать сюда и здесь на месте пытаться разобраться, это, конечно, это глупо, потому что вы потратите нервы, время и средства. Вот. Во-вторых, лететь сюда нужно, естественно, с запасом денег на проживание, на питание, и обязательно у вас должен быть прям такой золотой запас, который вы неприкосновенный. Это на тот случай, если вам нужно сюда улететь, чтобы у вас было средство купить себе билет обратно домой. Вот. Это если, вот так сказать, с чего нужно начать и что обязательно нужно подстраховаться. Да? Страхование здоровья обязательно нужно тоже себе сделать, полис, потому что медицина здесь платная, естественно. Вот. Для туристов еще дороже. Прям, если вдруг вы решите промониторить этот вопрос, вы увидите, какие непонятные суммы люди платят за не самое высокое качество обслуживания по медицине. Вот. А теперь по порядку бизнес. Бизнес здесь можно открыть. С этим есть, конечно же, определенные бюрократические сложности, но, в принципе, это можно все сделать. Но только нужно, опять же, понимать, будет ли спрос, как вы это будете делать, и все вот подводные камни, нюансы. Менталитет здешний, то есть вести бизнес конкретно напрямую с местным населением, будет безумно сложно, потому что здесь абсолютно не уважают чужое время. И здесь на все иншалла бокра, что переводится как «дай бог завтра». Вот. Наверное, слышали про такие вещи, типа one minute, это значит через полчаса, 5 minutes это через час. Через час это значит завтра, это значит никогда. Вот. Поэтому с этим тоже нужно тоже рассчитывать. Вот. Поэтому берите с собой таблеточки успокоительные. Вот. Кроме крема для загара еще, да, таблеточки обязательно. Вот. Если мы говорим про то, чтобы куда-то устроиться на работу, то здесь есть такой нюанс, что вы будете, скорее всего, работать на египтянина. А работать на египтянина, это значит, что на все будет какая-то отмазка, почему сегодня должен работать больше, чем вчера. Потом будет список больших огромных претензий, которые вы изначально не обговаривали, и вплоть до того, что вы не получите свою зарплату. Но так как вы сюда идете работать кому-то, а вы, скорее всего, не будете делать рабочую визу, потому что рабочая виза стоит реальных денег, которые, я не знаю, сколько здесь нужно работать, чтобы ее хотя бы купить. Вот. То вы будете работать, скорее всего, по черному. Если вы будете работать здесь по черному, то у вас никаких нету законных прав здесь работать. Поэтому жаловаться куда-то, какие-то претензии предъявлять у вас точно не получится. Поэтому здесь очень смело кидают европейцев, вообще иностранцев, туристов в плане оплаты. Вот. И оплата здесь маленькая. Вот так просто для примера. Вот человек у меня чистил кондиционер, два кондиционера. Это с России был парень.
Вот. Чистил 2 кондиционера полностью, потратил где-то 5 часов на это. За все про все он получил 600 фунтов, это где-то в конвертации 17-18 долларов. Это за весь день. Вот. То есть вы должны приблизительно понимать, что здесь зарплаты безумно мизерные, безумно низкие. Вот. Но этот парень не работает ни какую фирму, он, как и большинство мужчин, здесь понял, что он умеет делать, в чем его ремесло. Вот. И дает просто объявление, что вот оказывает такую-то услугу. Вот. И все, люди заказывают. И он что-то там получает. Вот, в принципе, все. Если говорить обо мне, то я выбрал немножко некий другой путь, так как мое хобби и увлечение – это рыбалка, то, соответственно, я решил совместить приятное с полезным – это организовывать рыбалки. То есть ездить на рыбалку, ловить рыбу, еще и на этом зарабатывать, естественно, небольшие деньги, ну, хоть что-то. Вот. Ну, скажем так, хватает, чтобы оплатить проживание здесь полностью и питание, наверное. А иногда не хватает. Сезон тоже, то есть он разный. Вот. Теперь, если мы сейчас говорим про отношения, да, нет, давайте еще про работу еще немножко добавлю. Это, так сказать, одна сторона одной медали, да, есть же вторая сторона, есть и плюсы. То есть, если у вас есть какое-то желание кем-то работать, кем вы не можете работать в своей стране, потому что, ну, это невозможно. Ну, допустим, вы хотите работать дайвером, образно говоря, у вас там вокруг не море, а болото, то Красное море как бы для этого идеальное место. Приехать сюда, пройти обучение, получить сертификат, в дальнейшем самому стать инструктором, погружаться с туристами, самому плавать и при этом получать как бы деньги. Ну, по-моему, здорово, по-моему, очень даже классно. А так как бы здесь очень распространено это муж на час. Вот. Электрики, строители, всякие ремонтики, отдельщики, маляры, штукатуры здесь как бы имеют определенный спрос, потому что те специалисты, которые здесь работают, так сказать, египтяне, ну, это трэш. Это просто трэш. Я тут был у одного египтянина, своего соседа, который заказал самую лучшую фирму в Египте, которая делает ремонт в квартире. Я пришел, это обнимай и плачь. По-другому не скажешь. Вот. Ну, а теперь про отношения. То есть, если вы решили сюда приехать и, естественно, надолго, там, то явно становится немножко одиноко, хочется найти какую-то свою вторую половинку, да, вот. Нужно тоже понимать, что моя субъективная оценка, субъективное мое наблюдение здесь за несколько лет, что женская, говорим сейчас про женщин, я сейчас даже для мужчин, да, как бы отвечаю вопросы, то, наверное, вас интересуют женщины больше, чем мужчины, хотя хер его знает, то 80% это, ну, какие-то ёбнутые женщины. Вот. Они прям, ну, в прямом смысле, они ёбнутые, они с ебанцой, они как, ну, тут есть там, они тоже делятся на свои категории, там, городская сумасшедшая, например, алкоголичка, там, очень плохо выглядящая женщина за 50, но ей при этом 25, вот, и так далее. То есть, ну, здесь есть разные. Плюс не пытайтесь здесь рассчитывать на то, что вы встретитесь тут со своим каким-то русскоязычным комьюнити, и вот они вам тут всем помогут, все вам расскажут, все покажут. Я сомневаюсь. Нет, есть такие люди, однозначно здесь найдутся, но я сомневаюсь, что все, которые захотят вам помочь, что это будут бескорыстные люди. Потому что такого количества кидалова и обмана, которые совершают русскоязычные здесь между собой, я, наверное, не встречал еще нигде. То есть, если мы говорим, там, что египтяне такие, то вас еще не кидали здесь местные резиденты. Вот. Поэтому истории очень много, промониторьте. Я вообще рекомендую все мониторить. То есть у вас возник какой-то вопрос, пытайтесь на этот вопрос получить максимальное количество ответов, потому что ведь человек, как он делится на две категории. Вот когда он что-то очень сильно хочет, например, поехать в Египет и работать, да, то он начинает искать, что люди говорят про работу. И он почему-то пропускает все мимо своих ушей, где ему говорят, не надо это делать, не надо. Люди рассказывают свои страшные истории. Вам почему-то не хочется в это верить, потому что вы очень хотите ехать в Египет. И вы находите вдруг какое-то одно, где человек рассказывает, что он приехал, работал и был счастлив, и вообще это лучшая работа его жизни и так далее, да, то вы, наверное, ваш мозг вам подскажет, что вот видишь, есть же хорошо, и у тебя получится. Ну, вот, поэтому все надо хорошо взвешивать. Бизнес открыть. Бизнес. Да, я говорил про бизнес, что бизнес можно, просто, ну, это бюрократия. Вот, его можно, и опять же, нужно понимать, будет ли спрос на вашу услугу, что это будет за бизнес.
нужно немножко изучить рынок, вот, и провести какой-то анализ. Ну и вопрос конкуренции. Вот. Просто такое количество, смотрите, вы должны еще понимать, что здесь в крови стукачество. То есть шаг влево, шаг вправо, и на вас с радостью будут все стукачить. С 15 мая по 1 августа запрещена ночная рыбалка. То есть всегда можно было, теперь вот раз вдруг уже нельзя, понимаешь, да? То есть почему, неважно вообще, никто никому ничего не объясняет. Вот так есть и все. Причем это где-то там на арабском написано, да, ну, вот, и ты по незнанию можешь просто нарушить этот закон. Поэтому все нужно мониторить по-свежему. То есть решили в этом году, значит, этот год, да, а не то, что там в 2021 году был какой-то закон. Он может уже давно быть недействительным. Вот. Поэтому вот эти аспекты, они очень важны. Вот. Так что вот, добро пожаловать в Египет. Вот. Если вдруг у вас есть проблемы с алкоголем, то это вполне нормальное место, чтобы решить этот вопрос. Ну, потому что если вы будете пить дешевое местное пойло, она, кстати, не самая дешевая, но тем не менее местное пойло, то вы долго не продержите, то есть, скорее всего, у вас откажут ноги, вы больше не сможете ходить за пойлом, или вы ослепнете, и вы не сможете выбирать, какое же вы хотите пойло. Вот. А для нормального пойла у вас просто не хватит денег. Ну, если вы в плане того, что вы прибухиваете нормально, то у вас просто закончатся деньги очень быстро. Вот. В принципе, все. Вот. Я так много сказал слова «вот» сегодня. Вот, так вот. 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 А если вы вдруг решили приехать сюда и начинать тут мутить всякие левые девички, то вы должны понимать, что, как и везде, рано или поздно вас схватят за задницу и выкинут из этой страны. Больше всегда никогда не верить. Это минимум. Вот. Все будет зависеть, конечно, что за делишки вы здесь мутите. Если это будет валюта, наркотики и так далее, то, конечно же, вы еще сядете. Вот. И здесь это, наверное, процент вероятности, что это произойдет быстрее, чем в вашей стране, гораздо выше, потому что здесь, еще раз говорю, здесь очень любят стукачить. Это прям вот местное развлечение. Вот. Это стукачить. Поэтому вот, друзья, а так-то прилетайте, отдыхайте, кайфуйте. Вот. С вами был я, Александр Александрин. Всего доброго. Пока-пока.